Добрый день, друзья! Я снова рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о людях, день рождения которых 9, 18 и 27 числа любого месяца. Девятка является числом воображения, интуиции, сочувствия и великодушия. И все это настолько сильно, что дела ее могут согревать душу всего человечества, когда не окрашены они личными интересами и желаниями. Девятка должна быть больше других во всех ситуациях и побуждениях, и ей необходимо развивать в себе сострадание, терпимость, снисходительность и понимание истинного служения для достижения своей цели. В начале жизни у девятки могут быть какие-то травмирующие события, потери или разочарования. Но все это лишь до тех пор, пока призывающая ее душу огромная любовь не переключится с личного на всеобщее. Планировать свою миссию только как способ достижения личной выгоды, желать любви, денег и власти исключительно для собственного удовлетворения, для девятки это значит погубить свою жизнь, утратить возможность великих свершений и испытать новые, душевные муки и сострадания. Девятка пользуется божественной защитой. Она обладает всеми внутренними способностями для достижения успеха благородным путем. Когда в конце концов девятка научится любить жизнь, житейский успех и людей, она будет окружена такой огромной любовью, о которой даже и не мечтала. В течение своей жизни девятка может не один раз без труда нажить себе состояние и с такой же легкостью его потерять. Великодушная, впечатлительная и идеалистичная, девятка живет по принципу «как пришло, так и ушло». В своей расточительной и порой ненужной щедрости она легко становится жертвой манипуляций и прямого обмана. Но в конечном счете девятка обучается служить и помогать другим без ущерба для себя, не снимая с них ответственности за их собственный рост и развитие. Девятка должна давать из соображений общей пользы, а не только из щедрости. Девятка дано всегда восстанавливать свое пошатнувшееся положение, исправлять ошибки и возвращать потерянное. В молодые годы характер девятки отличается двойственностью, что приводит к множеству неприятных моментов и даже к горьким потерям до тех пор, пока эти две грани не сливаются воедино для достижения ее подлинной цели в жизни. Личное и безличное, действуя вместе, придают ей внешнюю непоследовательность, трудную для понимания. Девятка бывает сердечной, терпимой, удивительно великодушной, дающим другим без всякой мысли о себе и даже в ущерб себе. И вдруг она же может быть холодной какой-то, жесткой, отчужденной и очень эгоистичной, не доверять свои дела и деньги другим, добиваться личной выгоды и свершения собственных желаний, жертвуя при этом даже любимыми и близкими людьми. А еще она бывает задумчивой, витающей где-то в облаках, не прислушивающейся к разумному совету и непрактичной. Такая смена настроения вызывает задержку развития и кажется самой девятке и тем, кто ее окружает, поражением. Но рано или поздно она пробуждается, видит перед собой высшие цели и стремится отыскать надлежащее место среди тех, кто способствует благоденствию всех людей. Девятка очень идеалистичная, она любит свой дом, свою семью и друзей. Ее привлекают прекрасные в других людях. У нее возникают необычные ситуации в любви, браке и дружбе до тех пор, пока она не осознает, что подлинная любовь есть не жертвоприношение и не обладание, а награда, служение, основывающаяся не только на личной привязанности, но и на силе характера и приверженности высшим законам бытия. Не рекомендуется доводить девятку до крайностей или чрезмерно давить на нее. Она обладает крепким характером, внутренней мудростью и интуицией, а ее сознание дополняют и крепляют черты всех остальных чисел от 1 до 8. В
Впрочем, девятка очень человечна и, подобно шестерке, жаждет любви и одобрения, ибо они требуют и ей для наилучшего выполнения ее работы, и ей нужна эта любовь и одобрение. Девятка – это не число жертвоприношения и самоотречения. Когда она поддается искушению сгореть на работе, в конечном счете ее ожидают потери и скорбь. Будучи высшим числом на шкале человеческого жизненного опыта, девятка не может нарушить принципы внутренней благодати и духовного образа жизни. Неразвитая девятка выглядит смиренной, робкой и нерешительной, видящей все в мрачном свете, беспокойной, испуганной, непонятно чего желающей. Ей необходимы помощь и хорошее образование. Девятке следует всячески стараться развивать свои таланты и совершенствовать собственную индивидуальность. Ей нет необходимости стараться быть похожей на других. Она не должна бояться жизни, так как число 9 обладает необычной способностью притягивать помощь, благоприятные возможности и все необходимые средства для успешной и, главное, полезной жизни. Ей дана возможность восстановить любое, свое пошатнувшееся положение. Девятка – это сказка, это понятие доброты. Девятка – это воображение, сны, иллюзии. Это туман, в котором надо находиться. Это общие черты девятки. А теперь давайте поговорим конкретно о личной жизни людей, рожденных 9 числа. Все, кто родился 9 числа, очень чувствительны, они рациональны, сострадательны, обладают глубокой интуицией, образованы, начитаны, они терпимы к своим собственным и чужим недостаткам, любят делать добро другим, бескорыстны, часто занимаются благотворительностью. Они стремятся к совершенству, стараются окружить себя всем лучшим, легко прощают другим и не могут подолгу обижаться. У них обостренное чувство справедливости по отношению ко всем людям. Выбор партнера у людей с числом дня рождения 9 обусловлен духовными критериями. Их привлекают интеллигентные, образованные, творческие личности. Они аккуратны и очень следят за своей внешностью. Всегда и везде стараются угодить своему избраннику. Подобной чуткости и заботы они ждут и от партнера, способны хорошо выражать свои чувства. Если вы родились 9 числа, то оно наделило вас страстной натурой, которая проявляется во всем, чем бы вы ни занимались. Возможно, вы привлекательны для людей духовных, которые могли бы внести гармонию в ваше мироощущение и помочь вам увидеть целостную картину жизни. Не исключено, что вы часами обсуждаете с избранником вопросы веры. При этом, если он придерживается убеждений, отличных от ваших, вы учитесь терпимости. Это качество полезно во всех жизненных сферах. Например, вам потребуется привыкнуть, к запаху лосьона после бритья, если вы женщина, или духов, которыми пользуется ваша избранница. Вы строго придерживаетесь своих убеждений и порой, поучая своего партнера, переходите на менторский тон. Возможно, ему нравится выслушивать проповеди, но не исключено ведь, что подобные наставления будут восприниматься как оскорбительные. Вы стремитесь завязать отношения с образованными, интеллигентными людьми, отдавая предпочтение творческим личностям, чьи интересы лежат в области культуры и искусства. Вам по душе вместе ходить на мероприятия или принимать совместное участие в предвыборной кампании по избранию местных органов власти, так как политика тоже лежит в сфере ваших интересов. Возможно, вы посещаете выставки современного искусства. Вам интересны музыканты, танцоры и вообще люди, стремящиеся к самовыражению. Впрочем, не исключено, что ваш избранник не будет соответствовать тому высокому предназначению, которое наложило на вас определенные общественные обязательства. Как правило, вы аккуратны и следите за своей внешностью. В то же время в домашней обстановке вы можете себе позволить ходить в домашнем халатике
и даже немного неопрятное, так как вы знаете, что для вашего возлюбленного это не имеет принципиального значения. Он любит вас без оглядки на любые условности. Вы тоже всегда и во всем стараетесь угодить своему избраннику, а когда удостаиваетесь похвалы, то чувствуете себя на 7-м небе от счастья. Так вы всегда трепетно ожидаете его возвращения с работы. И вместо того, чтобы подумать о каких-то собственных делах, предоставляете себя в его полное распоряжение. Но не исключено, что подобная чуткость и заботливость являются ведь обоюдным. Если же вы родились 18 числа, то тут характер несколько противоречивый. 8 любит власть и добивается своего, а единица тоже хочет быть лидером. Но в итоге мы получаем 9, которая немножко сглаживает вот этот напор. Поэтому вы обладаете высокой чувствительностью, напористостью, честолюбием, динамизмом, жаждой власти, в то же время духовностью, образованностью, повышенной эмоциональностью, состраданием, завидной работоспособностью, открытостью, выносливостью, большим чувством собственного достоинства. Вы хорошо разбираетесь в людях, но при этом вам очень нравится, когда другие люди вас ценят. Вам также свойственна завышенная самооценка, иногда и гордыня. Но вы обладаете достаточным умением концентрироваться и добиваться поставленных целей. Люди с числом дня рождения 18 всегда готовы помочь в трудную минуту. Вы понимаете других людей интуитивно, способны находить общий язык с самыми разными людьми. Вас глубоко заботит судьба человечества. Вы всегда стремитесь улучшить жизнь людей. Вам нравится, если ваши усилия принесли кому-то пользу. Вам нужен партнер, который смотрел бы на вас снизу вверх и очень ценил ваше совершенство. Излишняя самоуверенность, присущая всем представителям числа дня рождения 18, заставляет вас думать, что ключевой фигурой любовного альянса всегда являетесь именно вы. Предположим, что вы богаты и занимаете высокое общественное положение. В этом случае вы считаете для себя унизительным иметь отношения с человеком, который выше вас по тем или иным показателям. Может случиться и прямо противоположная ситуация. Партнер, ни в чем вам не уступающий, будет поддерживать вас в стремлении достичь еще больших высот на пути к совершенству. Со своей стороны вы никогда не согласитесь на подобную заботу о себе, так как предпочитаете самостоятельно держать ситуацию под контролем. Мало того, вполне вероятно, что вы готовы взять на себя весь груз ответственности за своего избранника и управлять его поступками по собственному разумению. Число дня рождения 18 наделило вас харизматичными, притягательными для других качествами. Незаурядность вашей личности будет привлекать интересных людей с высоким духовным и творческим потенциалом. Вам не просто выбрать достойного спутника жизни, так как требования, которые вы предъявляете потенциальному избраннику, слишком высоки. В первую очередь вам следует обратить внимание на корректировку собственных качеств, ибо нередко вы слишком своевольны и привередливы. Число дня рождения 18 предполагает либеральное отношение к жизни, и ваш поиск того единственного может продолжаться до бесконечности. С другой стороны, не исключено, что вы стыдливы и благонравны, строго придерживаетесь пуританских стандартов поведения и нетерпимы к разного рода вольностям. Возможно, вы полагаете, что вам известен единственно правильный образ жизни, и вы считаете себя приобщенными к элите общества. А теперь поговорим о недостатках ваших. Несмотря на внешнюю уравновешенность, вы довольно неуверенны в себе. Можете быть то слишком гибкими, то слишком упрямыми. Часто испытываете тревоги, опасения, какие-то предчувствия. Повышенная эмоциональность приводит к неустойчивости и характера. Иногда бываете вы очень агрессивными, можете давить на окружающих, манипулировать ими. Неудачи делают вас циничными и мстительными. Иногда вы ведете себя так, как будто вы центр Вселенной. Стараетесь
выделиться и доказать свое превосходство. Ваша жизненная задача – научиться прощать людей и научиться принимать их такими, какие они есть. Если же вы родились 27 числа, то вы обладаете огромной силой воли, широтой восприятия мира, аналитическим умом, высокими принципами добра, дипломатичностью, спокойствием, аристократическими манерами, чувственностью, богатым воображением и много-много еще других чеснот. В глубине души вы озабочены судьбой человечества и испытываете удовлетворение, если видите, что ваши усилия улучшают жизнь людей, действительно приносят пользу. Важное место в вашей жизни занимает поиск духовных ценностей, поэтому вы можете заниматься йогой, медитацией. Вы стремитесь к получению глубоких знаний и учитесь в течение всей жизни. Вы уважительно относитесь к другим людям и во всем стараетесь соблюдать приличие. Окружающим вы кажетесь оригинальными и творческими, но одновременно замкнутыми и скрытыми, так как не любите делиться своими самыми глубокими чувствами. Для вас очень важна вселенская любовь. Вы нежны, заботливы, но и капризны. Возможно, вашим избранником станет человек, способный выносить ваши капризы. Вам нужен партнер, с которым вы будете чувствовать себя эмоционально раскрепощенными. Вы ищете себе родственную душу. Ключ к вашему эмоциональному счастью – это доверие и прощение. Вам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше положительного сделать для других. Тогда больше положительного вернется и к вам. Нередко ваши представления о совершенстве не соответствуют реальности, но со временем вы поймете, что каждый человек по-своему совершенен. Рано или поздно ваши поиски родственной души увенчаются успехом, и вы найдете своего единственного и неповторимого. Возможно, вам нужен человек, который готов разделить с вами обязанности и нести груз совместной ответственности. Например, вы считаете приемлемым иметь общий счет в банке или по очереди ходить в магазин, причем неважно, вместе или отдельно вы живете. Бескорыстие и взаимовыручка являются непременными качествами, на которых вы согласны строить отношения. Вам нравится вместе проводить время, путешествовать. Даже в разлуке вы ощущаете зависимость друг от друга. Пройдет немало времени, прежде чем вы решитесь на ответственный шаг. Возможно, у вас уже был печальный опыт, и вы стремитесь обезопасить себя на будущее, поэтому не торопите и события. В обществе постоянного партнера вы чувствуете себя в безопасности, доверяя ему не меньше, чем собственной интуиции. Вы никогда не устаете нахваливать своего избранника, причем начинаете петь ему дифирамбы буквально на первом свидании. Тут уж вы ничего не можете с собой поделать, ибо такова ваша натура. Но, как и у каждого человека, у вас есть и свои недостатки. В общем, вы удачливый человек, но из-за долгих размышлений и неуверенности в себе вы можете упускать благоприятные возможности. Вы склонны к депрессии, поэтому вам стоит избегать негативных мыслей, например, желание какой-то мести, так как это может вернуться и к вам самим. Порой ваша повышенная чувствительность приводит к резкой смене настроения и оказывает угнетающее влияние на вашу психику. Это делает вас либо слишком эмоциональными, либо совсем бесчувственными. Иногда, стараясь убежать от проблем, вы резко рвете связи с внешним миром и избегаете общения с другими людьми. А порой вы можете погружаться в мир иллюзий и грезить, что называется, наяву, оказываясь при этом совсем беззащитными. Вы во всем стремитесь к совершенству, но иногда, не добившись желаемого результата, начинаете заниматься критикой окружающих и самобичеванием. Бывает и так, что вы начинаете считать себя глупыми и никчемными и недооцениваете своих достоинств. Вам обязательно нужно научиться адекватно воспринимать себя. Друзья, самая загадочная девятка теперь стала для вас больше понятна. Тут самое главное осознать, что вы не такой, как все, не от мира сего, а просто задача у вас такая – делать все для других
не ожидая благодарности и похвалы во имя процветания и прогресса человечества, во имя мира на всей земле. Друзья, это было последнее видео из серии «Числовые группы». Теперь каждый из вас может найти в этом плейлисте информацию о себе и своих близких. Вам нужно всего лишь перейти по ссылке вверху экрана, зайти на плейлист «Числовые группы» и выбрать нужное число рождения. Также под каждым видео есть ссылки на все видеоролики, которые есть на моем канале. Заходите, смотрите, учитесь. Надеюсь, информация была для вас полезной и нужной. Мне остается по уже сложившейся традиции просить вас подписываться на мой канал, делиться видео с друзьями, ставить лайки и писать комментарии. Я смотрю, что очень много людей смотрят видео, но при этом очень мало лайков. Неужели это так сложно — поблагодарить за знания? Помните, если вы к человеку с добром, вам добро вернется старицей. Я желаю всем нам мирного неба, без войн, взрывов, криков и рыданий, которые долго не затихают в сознании. Будьте все здоровы и счастливы.